Давай, начинай. Главная задача мясорубки – это именно сделать в лучшем смысле этого слова мясорубку, зарубу. Когда мы видим участников и не понимаем, кто же из них станет первым. Очень хороший камбэк нескольких топовых спортсменов, то есть уже Силаев давно не выступал, Дзамбалат Цориев тоже не выступал, Сергей Богословов тоже сейчас набирает форму после небольшого простоя. Поэтому сейчас будет очень интересно. По поводу Виталия Лалитина. У него будет армфайт. Может ли Лалитин показать, что он был и будет номером один в России? Ну, я думаю, это бесспорно и сомнений ни у кого не вызывает. Но, опять же, как я уже сказал, у нас запланирован интересный армфайт. И один из очень крепких и сильных спортсменов, можно сказать, бросает ему вызов и хочет оспорить это звание. Ну, посмотрим. Ну что, друзья, у меня сегодня миссия здесь. Я должен вам рассказать о предстоящем турнире «Сибирская мясорубка». А это очень крутой турнир. Ну давайте обо всем по порядку. Держи, держи. Все, забился. Мне кажется, ты левый луч контролируешь. Левая, да. У меня левая, она сама по себе. Отведение, кисть лучше себя ведет, чем на правой. На правой больше как под крюк, а на левой больше верхушечка. Эти парни очень давно не боролись. Эти парни многие из них были лишены армрестлинга на какое-то время. Их лишили армрестлинга. И когда появилась возможность дать этим рукоборцам побороться, в том числе я приложил максимум усилий, чтобы к столу вышли именно они. Ну, сами вспомните, сколько уже готовился и не выступал Давид Адикян. То есть он изначально с 90 килограмм уже перевалил за 100, то есть он весил 110. Он выходил на пик, подходил к пику и не выступал. Его динамили. А мы, зрители, хотим увидеть этого парня. Мы видим его потенциал. Мы хотим увидеть его в деле. То же самое, я могу сказать, и про Диму Силаева, да, который был в составе топ-8. Топ-8 приказал долго жить, к сожалению. И Дмитрий остался без борьбы, а ему нужна борьба. Ему в этой ситуации, в сегодняшней жизненной, ему кровь из носа нужна борьба. С чего вы все взяли, что Дмитрий Силаев после такого перерыва успеет сделать свою знаменитую чемпионскую форму? А во-вторых, не нужно недооценивать Дзамбулата. Я стоял с ним за столом, поверьте, он в очень хорошей форме. Он же за последние где-то год-полтора попытался поменять технику борьбы. Попытался перейти от работы вторым номером на работу первым номером. Они провели очень много времени, очень много совместных тренировок с Вадимом Акперовым. И, насколько я понимаю, из разговора с Дзамбулатом и из того спарринга, который я с ним провел, эффект колоссальный, так скажем. Эффект колоссальный. Он сам это понимает. И он сам хочет себя проверить за столом. И поверьте, мы увидим совсем другого Дзамбулата. Почему Силаев тоже является участником этой мясорубки? Потому что Силаев, я думаю, не успеет выставить топовую форму. Если бы он выставил топовую форму, тогда бы, я думаю, он и Виталия Лалитина подгружал бы хорошо. Но как раз фишка в том, что после перерыва он успеет набрать какую-то форму, но она будет явно не лучшей, не топовой. Поэтому здесь спортсмены как раз и смогут с ним зацепиться. Вот в этом-то и была основная задумка. Та же история с Зурбеком Ходовым. Ведь такой был яркий старт у него на турнирах на первых, а потом армфайт с Широговичем, который показал все его слабые места. И я понимаю, что ему прямо душа горит эту историю закрыть победой. И он тренируется, вы читали наверняка интервью его у нас в группе ВКонтакте, то есть он понял ошибки, и он попытался их исправить. Получилось ли их исправить? Вот мы увидим. Ну, я думаю, конечно, как любой топовый опытный спортсмен, Зурбек Ходов сделал для себя выводы в тренировочном процессе.
Я думаю, здесь, конечно, еще с ним сыграла такую злую шутку, что, насколько я знаю, у Вячеслава Шараговича очень-очень-очень хорошая кисть. И получается, он такой антипод Заурбека. То есть Заурбек своим тоже очень мощным верхом упирался в очень-очень сильную кисть Вячеслава Шараговича. Поэтому, если бы это был кто-то другой, то есть тоже топовый спортсмен, но не с такой мощной кистью, то я думаю, Заурбек мог бы пройти. Но что тут скажешь? Я думаю, все-таки он сделал выводы, где-то чуть больше укрепил бок, вот, где-то добавил еще в своем коронном луче и пронации. Ну вот посмотрим, вот, что он в действительности покажет. Сергей Богословов. То же самое, долгий перерыв, долгая подготовка, сумасшедшие рабочие веса, просто сумасшедшие рабочие веса. И первый армфайт, и досадное поражение. Поражение, когда ты уже был рядом с победой, и поражение. Я понимаю, что ему тоже хочется вновь выйти к столу и доказать, что он победитель. Ему доказать, что то поражение было случайным. Шарагович, то есть мы уже, ну что греха таить, да, уже там списали со счетов этого ветерана белорусского. И армфайт за армфайтом он показывает, что парни, стоп, я еще в топе, я еще могу, я еще дам шороху. И у него получается, и для него это тоже шанс. Вы понимаете, насколько это все будет круто? По поводу Виталия Лалитина. У него будет армфайт. В рамках этого шоу, в рамках Siberian Power Show у Виталия Лалитина будет армфайт. С кем? Сейчас не скажу. Но, возможно, когда это видео выйдет на Ютубе, вы уже будете знать имя его соперника. Так что наш чемпион, сибирский тяжеловес, он без борьбы не останется. Хотя было много вариантов, честно скажу, что было много вариантов в сопернике. Многие отказались, потому что, ну, просто говорят, мы не готовы. Мы сегодня не готовы бороться с ним на равных, поэтому сори. Изначально, когда мы планировали это шоу, это арм-шоу на Siberian, я понимал, что Виталий Лалитин это отдельный армфайт. Потому что, ну, это топовый тяжеловес, не так много рукоборцев во всем мире с ним могут конкурировать на равных. Поэтому изначально мы не рассматривали его участие в мясорубке. Мясорубка собиралась под тех людей, которые там. Потому что главная задача мясорубки – это именно сделать в лучшем смысле этого слова мясорубку, зарубу. Когда мы видим участников и не понимаем, кто же из них станет первым. Вот главная задача была мясорубки. И поэтому, ну, появление в этой сетке Виталия Лалитина – это уже на 100% понятный лидер. Ну, по крайней мере, я так считаю на сегодняшний момент. Но при всем при этом, по итогу мясорубки, мы сможем узнать возможного соперника Виталия и на левую, и на правую руку. И почему бы потом не провести армфайт? Может ли Лалитин показать, что он был и будет номером 1 в России? Ну, я думаю, это бесспорно и сомнений ни у кого не вызывает. Но, опять же, как я уже сказал, у нас запланирован интересный армфайт. И один из очень крепких и сильных спортсменов, можно сказать, бросает ему вызов и хочет оспорить это звание. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Кого бы я хотел добавить в карт, кого бы хотел бы видеть там еще? Ну, я бы там хотел видеть Антона Корчина. То есть там есть Гераськин Григорий. Ну, многие считают его аутсайдером, но этот парень прям, ну, заявил о себе. У него огромный потенциал, и мне хочется посмотреть его в борьбе с топами. Это ему нужно, это нам нужно, чтобы понимать, ну, как бы, это шанс этому парню. Это шанс парню заявить о себе вот прямо в топе на весь мир. И, конечно, я хотел бы там видеть Корчина. Но Корчин сейчас, насколько я понимаю, работает, не тренируется, и поэтому он отказался от участия в мясорубке. Возможно, украсило бы мясорубку участие Мальцева. Ну,
тоже не в этот раз. Но опять же, те соперники, те участники, которые там уже есть, это, это такой, это золотой состав, это топовый состав. Наша задача все-таки, в чем еще я вижу свою задачу? Наша задача растить наших звезд, наша задача нашим парням помогать становиться звездами. То есть, и чем больше вот таких звезд у нас будет, чем ярче наши звезды будут, тем в том числе и их чаще будут приглашать в международные турниры. Их будет приглашать тот же Энгин Терзи. Обязательно. И здесь не касается вопрос только силы. Вы понимаете. Это вопрос медийности, это вопрос интереса зрителей прежде всего. Вкупе из этого всего складывается интерес к спортсмену. И я больше чем уверен, что мясорубка по итогу нам подарит серию армфайтов. То есть серию заруб, которые перерастут в дальнейшем в крутые армфайты. Поэтому, друзья, следите за трансляцией. Трансляция с СПС будет очень крутая. Вы забиваете при покупке промокод IronRating и получаете 30% скидку. Трансляция профессиональная. На СПС будет работать как минимум 4 ПТС-ки. Там больше 20 камер. Это будет 4 трансляции ТВ-качества со всех площадок. Бодибилдинг, силовой экстрим, подъем на бицепс, армрестлинг. И, поэтому заранее покупайте. Я надеюсь, Руслан разместит ссылочку на трансляцию в описании к этому видео, чтобы это арм-безумие не пропустить. А в следующем году на СПС сделаю обязательно крутое арм-сумо. Это будет прямо бомба. Мы готовим для вас с Василием Кузнецовым интересную сетку, интересную схему, по которой будут эти спортсмены бороться. Поэтому это будет однозначно очень интересно. И, на мой взгляд, финал все-таки будет непредсказуемым. А фанаты армрестлинга, если они уже видели те фамилии, которые будут бороться, я думаю, они точно не пропустят и обязательно либо приедут на Siberian Power Show, либо будут смотреть в трансляции онлайн. Руслан, спасибо тебе огромное за вопросы. В общем, будем смотреть, будет интересно. Всем советую сейчас заранее уже заходите на сайт Siberian Power Show, приобретайте трансляцию, либо приобретайте билеты на самолеты, прилетайте смотреть эти зарубы. Это будет очень-очень интересно. Все, Руслану Зенитуллину от меня огромный привет. Всегда ждем у нас в Москве на тренировке. И спасибо за интересный контент. И подписывайтесь, друзья, обязательно к Руслану на канал. Всегда очень интересные ролики, обзоры, всегда их ждем. Все, на связи.